Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся выполнять красивый и простой элемент ягодка на основе намотанной пряжи. То есть начинаем работу, взяв карандаш или ручку. Главной особенностью должно быть гладкая поверхность, чтобы вы легко потом смогли снять пряжу намотанную. И начинаем наматывать пряжу, которую вы выбрали для выполнения этого элемента, на нашу ручку или карандашик. Чем больше витков, на что я обращаю ваше внимание, чем больше витков, тем толще будет, объемнее и толще будет наша с вами ягодка. Я выполнила намотку. Теперь аккуратненько снимаю с ручки или карандаша. И обратите внимание, вот наша дырочка. Я сюда ввожу крючок и вытягиваю рабочую нить. Вытянула. Далее захватываю рабочую нить и выполняю петелечку. Подтягиваю. И теперь я не спеша, аккуратно вокруг этой пряжи намотанной выполняю столбики без накида, постоянно вводя крючок в центр нитей. Не спеша, еще раз подчеркиваю, чтобы ваши ниточки не запутались, не сбились, вы аккуратно, не спеша провязываете и выполняете столбики без накида. Количество их не регулируется. Главным правилом в выполнении этой ягодки или этого элемента является то, что ваша намотка должна быть обвязана столбиками без накида, как в нашем случае. Вот мы с вами практически довязали, выполнили, и остается только выполнить соединительную петлю в наш первый столбик без накида. Выполняем, подтягиваем. Далее мы с вами видим, что наша ягодка еще как бы не совсем объемная и аккуратная, и нам хочется сделать вот эту дырочку поменьше. Что мы с вами делаем? Мы продолжаем обвязывать столбиками без накида, опять же, вводя крючок в центр нашего элемента. То есть продолжаем также обвязывать наш элемент столбиками без накида. Еще одним рядом. Провязываем. Если у вас ручечка или карандаш тонкие, у вас дырочка центральная будет маленькая. И может быть даже достаточно одного ряда. В моем случае одного ряда столбиков без накида оказалось недостаточно. И я аккуратно провязываю еще один ряд столбиков без накида. Аккуратно, не спеша. Столбики обязательно у вас должны быть все одинаковые, не должны прыгать, быть больше или меньше, затянутые или наоборот слабые. То есть они у вас должны быть одинаковые. Вот мы с вами довязали этот ряд. И опять же вводим крючок в первый столбик, выполняем соединительную. Смотрим на наш элемент. Я бы хотела, чтобы дырочка была еще меньше. Значит, я буду выполнять еще один ряд столбиков без накида. Давайте посмотрим сначала, как изнаночная сторона смотрится. Она смотрится объемно, красиво. И, как правило, в этом элементе используют именно эту изнаночную сторону. Видно, да, какая она красивая и объемная получилась. Давайте провяжем еще один ряд столбиков без накида. Давайте все так же, не спеша, аккуратно провязываем наш ряд до конца ряда, столбики без накида. Выполняем так же, как и предыдущие. Мы с вами выполнили третий ряд столбиков без накида.
выполненных в самое центра нашего элемента. И давайте завершим наш ряд, выполнив соединительную петлю в наш первый столбик нашего ряда. Выполнили. Давайте посмотрим. У нас вот так выглядит наша лицевая сторона нашего элемента. Можете вот так чуть-чуть подправить. Видно хорошо. Это лицевая сторона нашего элемента. И так выглядит наша изнаночная сторона нашего элемента. Хочу подчеркнуть, как правило, используют именно эту сторону как лицевую. То есть именно эта сторона, вы видите, получилась объемной, красивой и интересной. Эту ягодку вы можете оставить так, а мы с вами продолжим и выполним еще рачий шаг. Но рачий шаг будем выполнять не по вот этой стороне, а по вот этой. Перевернули. Теперь выполняем воздушную петлю и спокойно, аккуратно провязываем столбики без накида в обратном направлении в каждый столбик нашего элемента. Рачий шаг вспоминаем, это столбик без накида, провязанный в обратном направлении. Аккуратненько, красиво провязываем наши столбики до конца нашего ряда. То есть по контуру мы с вами будем выполнять рачий шаг. Нам с вами остается завершить наш ряд. Мы выполняем последний столбик без накида, провязанный в обратном направлении. И далее вводим крючок в следующий столбик, захватываем нашу петелечку воздушную и выполняем вот такой прием. Наша с вами ягодка завершена. Обратите внимание, насколько она объемная получилась. Очень хорошо видно высоту. Давайте посмотрим, как другая сторона нашей ягодки смотрится. Она смотрится тоже красиво, но если вам нужен объем, то, конечно, нужно использовать именно эту сторону. Такой элемент, мы уже говорили с вами, называется ягодка, выполненная на основе намотанных нитей. И такой элемент практически всегда используется в ирландском кружеве, гипюрном кружеве, наборном кружеве и фриформе. Вы можете выполнить такой элемент абсолютно с любой пряжи. Он будет всегда смотреться красиво и интересно. Творческих вам успехов!